Всем привет! Наслушавшись блогеров и начитавшись восторженных отзывов, я попался на ту же удочку и купил китайский станок от Фусикай в июне 2022 года. Если у вас нету никакого токарного опыта, то как раз мучаясь с этим станком, вы все и узнаете. Можете поставить на паузу и почитать весь перечень дефектов, которые я на данный момент для себя определил, но поверьте, это не конечный перечень. В Ютубе уже есть масса видео с адекватными или, скажем так, правдивыми отзывами или демонстрацией недостатков этого станка. И, в принципе, общий вывод о нем – это скорее детско-юношеский прибор для познания токарного дела и введения в металлообработку. В начале пару эпизодов, как я диагностил, а дальше, в принципе, покажу достигнутый результат на первом этапе и что я планирую сделать конкретно для оживления этого своего станка. Дай-ка, думаю, проверю тоже конусность на своем станке. Станок стоит на обычном кухонном столе временно, пока нормального верстака не сделано. Беру буквально пальцем. Качаю станок. И вот какие у меня показания. Он собственным весом станина крутится и прогибается. Поэтому что-то замерять, какие-то там цифры записывать просто бесполезно. Гайки, шкивы, все ходит восьмеркой ходуном. Среднее положение биения около патрона. Вот вращаю 2,5 сотки на 2,5 сотки. Сейчас крутим туда. Гоню на конец вала. Обратите внимание, как плохо Показания движется суппорт. уплывают. Но это не главное. Стоп. Теперь мерю здесь. Уход относительно нуля. Вот. Плюс 10. Где-то минус 19. То есть я так понимаю, что бабка стоит несоосно. Дальше нужно потратить кучу времени, чтобы найти адекватную информацию. После первой попытки настройки, что получили на патроне, там порядка 2 соток биения, на кулачках порядка 3 соток биения. Вот, бежим по валику, видим 0, минус 3, 0, минус 3. На всей длине, на расстоянии 10 сантиметров, 0, минус 3. То есть абсолютно перпендикулярно получилось и чисто. Это вот на расстоянии порядка там 12 сантиметров. Сейчас не буду перечислять, какие инструменты нужно покупать или что нужно разбирать и переделывать. Хочу заострить ваше внимание, что главное, что нужно вначале понять, это сформировать для себя план работ, что конкретно нужно сделать, чтобы не запороть ваш станок и не усугубить и без того его хлипкость и низкую прецизионность. Это мой план, а никак не инструкция для переборки и переделки любого станка. Поэтому для себя вы должны провести диагностику, анализ, продумать, что нужно делать и как эти изменения будут влиять, и после этого их выполнять. Для меня уже пройдено 5 первых пунктов, но впереди еще много работы. Ну вот сделал станину для китайца. Станок 60 килограмм, станина, наверное, под 100. Швеллер 240-го. Спереди катки. 60 ширина базы. Сзади один винт регулировочный. Но осталось только сделать шуфляды. И, в принципе, завершить. Все отдаю на покраску детям. Все стало вроде все ровно, но под вот этот угол станины 0,13 щуп заходит. Ну, соответственно, есть шатка, соответственно, скачет микрометр. Обработка поверхности швеллером остается за кадром.
Брался с тем браком, который подсунули китайцы мне с этим шпинделем. Значит, смотрите, какая фрезеровка тут или проточка, неизвестно, что было первичней. Потом, видите, появляется сектор гладкий. Ну и в этой точке максимальный. Беда не только в этом. Если бежать по этой дорожке, то видно, что это сделано конусом. Проверил биение внутри конуса Морзе, там все по нолям. И таким индикатором мерил, и этот подкладывал. Все в принципе показания одинаковые. То есть там якобы 0. Значит, что еще? Следующий прикол это по вот этой поверхности. Тут тоже все скачет что куда. градусов прокатываем, получаем 9 соток. То есть тоже явно не перпендикулярно проточено. Для того, чтобы готовиться к проточке, нужно понимать, что у меня суппорт четко перпендикулярно стоит оси вращения шпинделя. Но, учитывая, что вот эта поверхность имеет тоже своих 9 соток, я не знаю относительно чего даже провериться. То есть, что взять за базу еще. Или надо домыслить, чтобы суппорт достал до шпинделя. Пришлось снять эту заднюю защиту. Максимально подвел к шпинделю, чтобы тут был пожестче упор. Значит, резец на полную глубину. Поставил 2 метки. Вот попробовал царапнуть. Да, царапает. То есть эти 9 соток чувствуется и резцом. В общем, при установке резца на эту сторону, а потом при прокручивании перпендикулярно наверх и прогоне резца с одной стороны не цепляется, с второй стороны начинает цеплять. Значит, суппорт идет не перпендикулярно оси шпинделя. Придется процесс останавливать и разбираться с настройкой передней бабки. Как говорится, точить не будем. Перебираю кучу вариантов и провожу настройку передней бабки. Значит, для того, чтобы попытаться выставить переднюю бабку с помощью щупа на 7 соток, выровнял патрон по оси. Насколько это у меня там получилось, биение сейчас здесь на краю 3 сотки. Вот. Значит, определил точку, где максимально выступает. Определил точку, которую считаю условным нулем. И, в принципе, ориентируюсь, что у меня микрометр стоит в среднем положении. То есть 0 на микрометре все время выставляю на среднем положении. То есть, чтобы искать биение в плюс, в минус. Относительно этой точки и начинаю работать. Значит, передвигая суппорт вдоль поверхности, вижу, куда он отклоняется. И вижу в том числе и на конце. То есть на любой длине, если прогонять, получаю разный плюс-минус. Но он должен быть средним относительно 0. Значит, сейчас уже передняя бабка мной сдвинута. Но перед этим биение здесь на конце было 30 соток. То есть если здесь 3 сотки, то там было 30 соток. Притом все это биение было смещено в одну сторону. Передняя бабка не стояла ровно. Чтобы добраться к регулировке передней бабки, она крепится на 2 болтах здесь и на 2 болтах сзади. Нужно снять переднюю панель, выкрутить разъем. К сожалению,
этот регулятор распаян на разные разъемы, и его нельзя просто вытянуть и снять. Сзади, чтобы снять вот эту заднюю часть, нужно открутить заднюю крышку, нужно снять, открутить два нижних болта, вот они здесь закреплены, вот этих. Нужно снять все разъемы, чтобы добраться к вот этим двум, или вот они, вот этим двум болтам. И только после этого все это можно будет отслонить. Обязательно приготовить срезанный шестигранник, который должен быть коротким, чтобы можно было вот здесь достать, иметь возможность ослабить буквально на четверть оборота. И после этого можно регулировать. Что ужасно, но сразу же понятно, что поверхность не пришабрена, потому что когда я открутил, например, в моем случае вот этот передний болт, микрометр сразу сдвинулся на 5 мм. То есть, ослабляя вот эту поверхность, передняя бабка сразу куда-то гуляет. Потом открутил эти 3 болта, относительно их не происходили никакие уже смещения по микрометру, поэтому я подогнал переднюю бабку, пережал. Надо признаться, что мне просто повезло, я в очень близком приближении, буквально с третьей попытки, сумел отрегулировать то состояние, которое, в принципе, меня устроит для того, чтобы прийти к первой задаче регулировки, это вывести в ноль переднюю поверхность шпинделя. После того, как поверхность будет выровнена, мне не потребуются всякие щупы, и относительно патрона и прочее я уже смогу более-менее нормально ориентироваться. Потому что раньше ориентироваться, когда у тебя здесь 3 сотки, а здесь 30 соток, это просто нереально. И только после этого я приступлю к тому, что опять все сейчас проточу, после этого опять все разберу и начну шабрить поверхность передней бабки относительно этой, ориентируясь, постоянно проверяя вот в этом собранном состоянии, чтобы мои показания по уходу горизонтально и вертикально не ушли. Сейчас я вертикально по этой поверхности ничего не проверяю, потому что это бесполезно. Это нужно проверять, когда буду шабрить, чтобы понимать, какой из углов передней бабки опускать вверх и вниз. В общем, вот так. Пока что состояние полдня убил на это все, чтобы прийти к этому. Но, работаем дальше. Значит, попробовал из того, что не получилось. Что идеально. Абсолютно нет биения в конусе К5 в шпинделе. Вот для этого нужна вот такая здоровенная балда. Я сумел найти только вот такой этот самый К5 цанговый патрон. К сожалению, ничего у меня не получилось. Цанговый патрон на 12, но вставляя штырь на 12, слишком большое биение, считать ее поверхностным невозможно. Поэтому пришлось вот играться с своим патроном и с куском штока от амортизатора. Тем, как начинать настраивать переднюю бабку, обязательно сделайте жестко. Не только прикрутите к жесткой фиксированной станине станок, дабы он не шевелился от любых движений, но еще нужно сделать так, чтобы, нажимая на переднюю бабку, микрометр минимально шевелится. Вот у меня сейчас шевелится на сотке. Как это сделал? Элементарно. Подставил, шлифовал головку, подставил сюда просто головку. Она у меня работает как упор к швеллеру. В результате вот это плечо стало жестким. Видите? 1 мм. Вынимаю головку. Понятно, что настраивать в таком состоянии это просто нереально. Пару кадров с внутренностями станка и готовлюсь к проточке шпинделя. Прогнал резцом эту поверхность и эту поверхность, чтобы выровнять. Снялось примерно на 1/10 был клин. Это матовое делал Карлоевскими H01. Пробовал этими резцами. Это вот уже вот эта поверхность пройдена на 900 оборотах вот этими какими-то. После первой, кстати, попытки настройки,
что получили на патроне. Там порядка 2 соток биения. На кулачках порядка 3 соток биения. Вот, бежим по валику. Видим 0, минус 3, 0, минус 3. На всей длине, на расстоянии 10 сантиметров, 0, минус 3. То есть абсолютно перпендикулярно получилось и чисто. Это вот на расстоянии порядка там 12 сантиметров. Но что интересно, если попробовать вал дальше, а вот вал на конце был загнут. Видите, амортизатору жизнь была тяжела. Вот. Но опять же, колеблется относительно центра одинаково. То есть, если мы сейчас выставим вот так вот, все дальнейшие колебания будут сходить на 0 относительно 0. То есть и передняя бабка получилось выставить ровно. И вот видите, колеблется относительно 0. Ну вот такие дела. Так что первый опыт удался. Ноги гудят, 6 часов вокруг станка, но видно такое токарное дело. На данный момент все уже закуплено, все подготовлено. И надеюсь, выполнив эти пункты, рассказать о следующих своих успехах. Всем добра и будьте здоровы!